Всем привет! Сегодня снимаю для вас полезное видео, которое посвящено виду бизнеса фастфуд, вид продукта курица и доставка. Рестораны сейчас не модные, посещение их тоже не модное, можно заразиться, просят температуру, маски, перчатки, поэтому доставка сейчас является трендом. Я расскажу в этом видео о основных каких-то маркетинговых штуках, которые многие, наверное, применяют, и для кого-то это будет открытием, но ко мне обратились ребята из Казахстана с вопросом, как привлечь в данный вид бизнеса инвестиции и какие есть маркетинговые инструменты, которые позволят им раскрутиться. И для меня было немножко удивительно, что, казалось бы, какие-то простые вещи, а ребят не применяли. Поэтому я и решил снять это видео, чтобы оно было максимально информативно и полезно для всех. И кто его посмотрит, я уверен, поймет, как именно на своем бизнесе, даже это будет не ресторанный бизнес, а какой-то другой вид деятельности, применить абсолютно простые, бюджетные, самое главное, инструменты, которые не требуют каких-то временных глобальных затрат и, самое главное, расходов. А так как мы предприниматели, для нас каждая копеечка важна, и нужно обязательно вести бюджет и контролить его. Бизнес работает на доставку, как я сказал, доставляют курьеры. Здесь очень важно, здесь, конечно, у нас непрактично, молодой человек доставляет коробочку, но велик у него без крыльев, коробочка будет испачканная. Соответственно, все должно быть в чистоте и в порядке. Средний чек – это 1000-1200 рублей на вид их продукции, который ребята продают. Определяем УТП. У ребят не было этого уникального товарного предложения. Помните, в каждом бизнесе должна быть некая уникальность, которую мы декларируем потребителям. Это важно для того, чтобы потребитель понимал, в чем именно отличие нашей компании. Вот у ребят нам удалось выявить основные ключевики по УТП. Это свежие ингредиенты, собственная ферма, экологичные продукты, все без консервантов и производство халяль. Здесь важно отметить, что собственного производства, конечно, у ребят нет, и им доставляет продукцию их поставщик. Но поставщик производит ее со всеми нормами, стандартами, у него есть ферма. И можно немножко приукрасить и, конечно, сказать, что у вас собственное производство. Знаете, когда-то давно я работал с Компомосом, и они покупали свиноферму в Подмосковье. И еще они ее не запустили, не начали какое-либо производство, и они только рассматривали инвестиционный кейс, но по факту реклама по СМИ уже запустилась, что у них собственное производство свинины. Так что не нужно теряться, какие-то вещи нужно задавать наперед, чтобы люди видели это и понимали ваши основные отличия. Следующее, что мы с ребятами обсудили, что необходимо внедрить именно в Яндекс и в Google основные поисковые машины, это указание локации. Да, у ребят нет ресторана, нет точки, в которой можно покушать, посидеть с друзьями. Но определение локации и вставка в нее фотографий блюд, фотографий производства, фотографии, как выглядит оборудование или некой чистоты, фотографии собственной фермы. То есть уникальные такие красивые ракурсы, которые позволят потребителю понять: о, действительно здесь круто, здесь можно покушать и здесь экологично. Но люди не будут, конечно, заезжать туда, но они будут знать, что есть эта локация, это дополнительная реклама для вас, как и в Яндексе и в Гугле. Обязательно нужно это сделать. Создайте в справочниках свои карточки. В Гугле, правда, это рассматривается около 14 дней, но в Яндексе это достаточно быстро. И люди, использующие Яндекс Навигатор или Google Навигатор, будут видеть вас. Это дополнительное ваше преимущество, которое не требует от вас каких-то кардинальных затрат. Ну, вообще не требует затрат. Нужны только качественные фотографии, которые можно сделать уже на любой телефон. Следующий блок, который также важен для ребят. Многие рестораторы его не используют, так как знают, что невыгодно работать ни с Delivery Club, ни с Яндекс Едой.
и не используют эти инструменты. Но я ребятам предложил этот вид реализации собственной продукции, так как это тоже реклама. Это разрекламированные приложения, где любой потребитель может зайти и посмотреть, а могу ли я заказать курицу или фастфуд рядом со своим домом. И в основном они будут, если не знают вас, использовать именно эти приложения. И почему бы это не использовать? Вам нужно определить количество блюд, которые вы будете реализовывать через эти агрегаторы и продавать. Да, небольшая доходность, но, повторюсь, используйте это как реклама, при этом вы еще какую-то копеечку сможете продавать, зарабатывать, извиняюсь. И впоследствии, конечно, продавать больше своей продукции, так как эти люди к вам вернутся. И впоследствии отключиться от этих агрегаторов. Следующий очень важный момент – это социальные сети. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Нужно сделать крутые фотографии ваших блюд. И для этого не обязательно что-то делать заранее. Вот отправляется еда на доставку. Повар или рядом какой-то его помощник фотографирует то, что вы планируете отправить. И уже получается крутой ракурс. Положите это на красивую салфетку или положите рядом какую-нибудь зеленушку или соусы, и уже будет у вас выигрышный ракурс. Или можно там поставить пивас, если вы продаете пиво, а можно и не ставить. Также можно снять свое оборудование. Если у вас там чистенько, это тоже зайдет, и это очень важно сделать именно в текущих реалиях, когда люди видят чистоту, потому что многие немножко брезгуют, а если происходит доставка, какое там производство. И такими фотографиями вы сможете показать реальные преимущества ваши. Плюс в текущем коронавирусе важно быть в перчатках и масках и клинить, то есть чистить свои поверхности. Очень здорово было бы, если бы вы своего повара приодели в красивую белую униформу, чистенькую, опрятную, он был бы в маске и перчатках, и при этом вы засняли бы короткое видео, как сторис, и выложили его бы в социальные сети, где вы показываете вашу приверженность чистоте. Это тоже очень важно сделать. Также у вас есть возможное производство, а возможно его нет. Но вы можете поехать на любую красивую, опрятную ферму, где есть курочки, и позвать туда массовку из своих, например, друзей, которые будут параллельно задавать вопросы, а как происходит производство, что кушает живность ваша, где вы берете корм, и вы рассказываете про экологичность всех продуктов и по производству халяль. Это тоже очень важно. И таким образом ваша аудитория видит, что ничего себе, у вас не просто там какой-то фастфуд, да, а у вас даже эко-фастфуд, если можно его так назвать. И это крутое УТП. Также ваш повар может позировать, когда он делает этого курчонка в каком-то очищенном фритюрном масле. У вас при этом будет журнал чистки масла и это увидит ваш потенциальный покупатель. Это тоже будет здорово работать на вас. И когда люди будут понимать, что в этой компании действительно можно заказывать, так как фотки говорят сами за себя. Используйте этот вид реализации. И, конечно, у вас в социальных сетях должно быть это меню, когда люди могут полистать и посмотреть, а что вы на самом деле продаете, какой у вас есть курчонок, есть ли крылышки, бедрышки, есть ли голени у вас, или вы еще что-то продаете. Двигаемся дальше. Очень важный момент по привлечению аудитории – это сделать возврат через купон, то есть возврат денежных средств. Например, вам происходит доставка какого-то блюда в коробочке, и вы туда кладете купон. В этом купоне будет сразу же моментальный возврат денег, если вы оставите отзыв на определенном ресурсе. Допустим, для вас там важен Валберес или, не знаю, Яндекс Доставка или Delivery Club, или ваш сайт, или ваш Инстаграм, и человек оставляет там отзыв. Следующее действие, он присылает вам, например, ваш источник в
WhatsApp ссылку, что он сделал это, и вы ему возвращаете моментально на карточку 100 рублей. Это отличный ход, это моментальный отзыв, моментальный возврат денежных средств. Уведомите обязательно в виде купона красивой бумажки после доставки, она должна быть там в контейнере, когда человек поймет, что он может вернуть деньги. 100 рублей – это условная сумма, это может быть сумма больше, может быть меньше, все зависит от ваших планируемых трат. Но на первом этапе, конечно, лучше в это инвестировать и возмещать определенную сумму, которая будет материальная для покупателя. Тогда он с радостью оставит этот отзыв. Следующий раздел, который тоже очень важен, это переходим на бизнес-каналы коммуникации. Переводим Инстаграм в бизнес. Вы помните, да, что вы сразу сможете давать платную рекламу. Вы переходите на Facebook бизнес и WhatsApp бизнес. Это все вместе единый агрегатор, в котором можно взаимодействовать. Плюс, что в Фейсбуке можно настроить кнопку WhatsApp, когда люди могут вам сразу писать в WhatsApp. Плюс еще, что размещаем контент через Creator Studio. Это опция, которая работает на Facebook и на Instagram. В чем ее плюшка? Вам не нужно больше горбиться, сутулиться и тыркаться в свой телефон. Теперь вы можете использовать веб-приложения Инстаграма и Фейсбука для одномоментного размещения и там ваших публикаций, сторис, HDTV и различных инструментов продвижения. И это все происходит на вашем компьютере. Это достаточно удобно и не отнимает много времени, и удобно копировать. Это все веб. Также вы сможете подвязать WhatsApp, как я уже сказал, к Facebook. Это тоже удобно отвечать и вести взаимосвязи. Рекламу размещаем через Facebook Business Manager. Это отдельная программа, которая отлична от Creator Studio. Это другая опция. Конечно, их слишком много, и они там закрутили. Но это позволяет размещать и продвигать посты, сторисы в Инстаграме и Фейсбуке. Это тоже очень удобно и помогает контролировать эту рекламу. Далее в этом Facebook Business Manager используем Facebook Pixel. Это важная штукенция, к которой мы привязываем свою рекламу и отслеживаем ее эффективность. Это важно делать перед запуском вообще рекламы, чтобы вы понимали свою целевую аудиторию, кто вас покупает, кто не покупает, кому интересен ваш продукт, кому не интересен, какая возрастная группа. И Facebook Pixel обязательно настраивайте в Facebook Business Manager и связывайте его со своими источниками продвижения. Следующая опция, которую не используют, ребята, кстати, рассказали мне, что они постят свое меню в сторисах, но это тоже такой достаточно необычный вид постинга, когда можно сделать все клево и красиво и дешево. И не то, что дешево, это можно сделать бесплатно. Есть такой сайт Canva, в нем можно создать меню, баннеры, посты, рекламу, сторис, и он предлагает вообще для всех программ, и для ТикТока, и для Фейсбука, и для Инстаграма, и все это бесплатно. Там можно что-то выбрать с водяными знаками, что-то без водяных знаков. Эту презентацию, кстати, я тоже сделал там. И сделал ее сам своими руками и по факту не потратил на это денег. Двигаемся дальше. Создаем бесплатно или за 1000 рублей в год сайт-визитку. Это очень важно сделать в своих социальных сетях. Если у вас нет своего сайта, ребята сказали, что они там разрабатывают какой-то крутой сайт, и я думаю, блин, это же реально куча денег и трата времени, когда можно за 5 минут создать собственный сайт. Это, конечно, не реклама, но есть такой функционал в виде топлинка. Здесь я сделал скрин своей рабочей страницы. В этом тамплинке здесь за 1000 рублей в год я купил такой своего рода как лендинг, который можно наполнить различной
каруселью, например, создать сайт-визитку, чтобы обрабатывать трафик, крепить ссылки по связям, это WhatsApp, может быть, YouTube или еще что-то, ваше УТП, и люди, когда заходят на вашу страницу в Instagram, они будут видеть, где вы находитесь, и будут видеть не просто ваши сторисы с меню, они будут заходить на эту ссылку, открывать ее и будут видеть ваше правильно структурированное меню. Следующее, настраиваем в нем бесплатно. Это Яндекс Метрика, Google Аналитика, Facebook Pixel, WhatsApp и Живо сайт. Для чего это нужно сделать? Чтобы, когда вы гоните трафик социальных сетей на эту ссылку, на этот топ-линк, вы должны видеть, какое количество людей также к вам приходит. Какие это люди, каких регионов, городов, стран, как они реагируют на вас. И там достаточно это просто сделать. В Яндекс Метрике задаете определенные параметры, создаете счетчики, в Google Аналитике также и прикрепляете эти коды именно к странице в топ-линке в разделе настроек. И также прикрепляйте туда Facebook Pixel. То есть 3 источника, по которым вы смотрите. WhatsApp, он также удобен, там можно настроить автоматический ответ вам на сообщение, когда человек заказывает, и ему не нужно там что-то набирать, ему сразу приходит, вернее, вам приходит сразу ответ от него в определенном стандарте и в определенной последовательности, чтобы вам там не перечитывать различные тома «Война и мир». Следующий блок, который важно прикрепить бесплатно на этот сайт, это Живо сайт. Многие, наверное, сталкивались, когда заходили на сайты каких-то банков там, или юридических компаний, справа в углу всплывает окошко с девочкой или с мальчиком, которые там готовы сразу дать какие-то консультации. На самом деле это крутая штука по захвату лидов. Многие люди не готовы сразу писать в WhatsApp, в Telegram или оставлять какие-то заявки. Им нужна, например, больше информация о товаре, о продукции. Им нужно поговорить. Никто не хочет, ну, не, это, конечно, наверное, я обобщил, но многие не готовы звонить. Им охота просто початиться и сразу спросить что-то, и тем более, если справа всплывает окошко с приветливой фотографией девушки, которая или мальчика, которые готовы и говорят, что вы не хотите ли купить нашего курчонка. Мы сегодня сделали потрясающую поставку с нашей фермы, которая, я не знаю, вышла в рейтинг лучших эко-ферм по рейтингу Казахстана, и тогда это будет действительно работать и будет интересно потребителю. Потребитель сразу заходит в это окошко и начинает чатиться. Бот его в Живо-сайте запоминает, он помнит его, даже если он не купит у вас сегодня, а потом он зайдет к вам, бот его вспомнит, вы сможете с ним продолжить взаимодействие и поднимете с ним переписку. Также этот бот может обрабатывать контакты, имейлы и различные другие способы коммуникации, но не настраивайте его как на лендинг, который требует сразу оставить имейл или мобильный телефон. Настройте это Живо сайт именно как диалог, когда он открывается, когда заходит потребитель на вашу страницу, и он может начать вам писать. Это отличный УТП, который поможет вам. Сторис. Многие сторисы, вот я сделал скрин своей страницы, оставляют с названием «Актуальное». Даже у этих ребят, куда они выкладывают сторисы в актуальное меню, они так и называются «Актуальное». Нужно переименовать эти разделы в соответствии с тем, что вы декларируете в своем бизнесе. Например, меню, производство, там будут сторисы с видом производства, продукция, иконки все бесплатно создаем в той же конве, где я сделал эту презентацию. Вот эти иконочки, кстати, у себя я тоже создал там. Очень удобно, и для своего бизнеса вы тоже сможете их подобрать. И пользуйтесь этим инструментом. Далее, как я говорил, вот здесь я маркером выделил, вы размещаете ссылку этого топ-линка. Это очень удобно, когда людям не нужно тыркаться по этим сторисам, там что-то смотреть, это тоже снижает конверсию. А вот этот сайт-визитка на топ-линке
позволяет вам зайти туда, за 5 минут сгенерить этот сайт-визитка, привязать туда свои способы коммуникации, настроить живо сайт, настроить вид меню и рассказ о вашем бизнесе, и людям будет информативно на этой странице все видеть. Также вы на нее, повторюсь, гоните трафик по рекламе и отслеживаете этот трафик. Обязательно рекламу настраивайте под локацию. Когда вы настраиваете рекламу в том же Инстаграме или Фейсбуке, или Facebook Бизнес Менеджер, вы увидите, что вам дается выбор или по странам настроить, или рядом прилегающие локации. Если вы занимаетесь доставкой, то вам удобно настраивать, например, свой район, свой город или свое поселение, где вы находитесь, чтобы люди видели именно вас. И реклама будет продаваться, показываться именно тем людям, которые живут именно в этом регионе. Используйте это очень круто и удобно. Также для определения УТП вы можете делать опрос своих подписчиков. У тех ребят, которые обратились ко мне за консультацию, у них 2000 подписчиков. Я думаю, нифига себе, круто. Им можно не придумывать УТП самим, хотя мы их придумали. Они могут сделать тезисные опросы именно в Инстаграме у своих потребителей и спросить: ребята, а что вам важно для именно доставки еды, для фастфуда, качество, вид упаковки, например, производство, что вам могут предложить дополнительные какие-то продукты. Это все можно спросить у своих потребителей, и вы тогда поймете, что важно именно вашей аудитории, и сможете им это дать. Следующая крутая штука, которую многие не используют, в Казахстане, как я понял, тоже распространен Telegram. Тут нужно исходить, где больше что работает, WhatsApp или Telegram. Но я применял именно это в Телеграме. Мы создаем группу с теми, кто у нас уже купил. То есть это не просто холодненькие там лиды находятся, а мы туда добавляем людей, которые у нас уже осуществили покупки. Создаем какой-то общий канал или это общий чат и настраиваем в нем чат-бот, где будет меню, вы видите эти кнопочки, это так и настраивается, кнопки действия, автоопросы после покупки и генерим активности и подключаем оплату. В Телеграме можно привязать банк, можно настроить оплаты. Кстати, в топлинке, в той истории в сайте визитки, тоже можно настроить автоматические оплаты. А можно сделать карточку, где они переводят вам сразу деньги, ну, в виде такого скрина, номер карты где или расчетного счета. Ребята из Казахстана используют именно эту опцию, чтобы не тратить деньги на банковские продукты. Но здесь в Телеграме вы можете настроить также эти банковские продукты. И когда люди могут в Телеграме сразу же оплачивать и покупать, могут дополнительно что-то узнать. И вы можете генерить различные активности. Это тоже очень удобно. Телеграм – это реально крутая штука. Также чат-бот будет отправлять это все вашим подписчикам мгновенно, и он может подстраиваться под определенную аудиторию. Допустим, закажет у вас человек еду, ее доставили, и он может быть чем-то недоволен, и не сказать об этом вам, ну, сразу, или ему как-то неудобно, все люди разные. Но чат-бот ему может отправить короткий опросник сразу. Понравилось ли вам качество еды, как была доставлена еда, все ли вам предложили, и по каким, и можно ли с вами связаться, если там будет у вас там негативные отзывы. Это отлично работает, вы сможете получать честную обратную связь и таким образом улучшать свой бизнес. Следующая плюшка, в прямом смысле этого слова, с которой многие не работают, но отлично будет подходить для всех доставок, для всех ресторанов, и многие это не используют. Но в текущем большом кризисе и конкуренции это очень работает. И это комплименты. Комплименты, которые не стоят для вас вообще никаких денег. Например, вот я заказывал в Москве еду, и мне привозили, и я здесь показываю на этом слайде, лимонад домашний, который ребята сделали самостоятельно и залили в подобную бутылочку, в которую они клеют наклейку, которая стандартная с их лого, которую также можно сделать на сайте Canva, и пишут название этого лимонада. Здесь, в частности, тархун. Вы можете варить компот из сухофруктов, из тех
же самых, из сезонных каких-то ягод, морсы или еще что-то в этом роде, и заворачивать это в красивую упаковку. Вы можете спеть булочек. Вот, например, булочки с корицей, это Синебон в частности, но эти булочки в производстве стоят копейки. Мука, вода, корица, сахар, и сделайте глазурь, и все. И это будет выглядеть шикарно. И в маленькую красивую коробочку съездите в Метро или съездите в Ашан. Эти упаковки стоят недорого. Повторюсь, вы можете купить простую картонную маленькую коробочку пищевую, сделать наклейки в конве, заказать их в производство, это тоже будет стоить недорого. И клеить наклейку на каждую коробку и подписывать. Обязательно нужно продавать этот комплимент. Знаете, в чем минус того ресторана, который мне доставлял еду домой, который клали этот сок, они клали 2 бутылочки, они не продавали это мне. Все, что вы делаете для своего клиента, для своего покупателя, для своего гостя, для своего заказчика, делайте бесплатно, с душой, вы должны это продать. Также вы должны объяснить потребителю, что вы делаете это для него, с заботой о нем, что вы испекли эти булочки для него. Видите, как слева написано на коробочке, здесь картофельные чипсы и легкий салат, и написано «Бон аппетит» и все остальное. Вы также можете оформить в виде каких-то наклеечек или от руки подписывать красивым почерком. Спасибо, что выбрали нас, вот вам булочка или напиток, и спасибо, что заказываете у нас. Это очень важно сделать. Также клиент всегда прав. За счет получения обратной связи по отзывам в Телеграме или в том же WhatsApp, или за счет того, когда люди у вас чем-то недовольны, помните, клиент всегда прав. И вы можете в любой момент отправить эту булочку, этот комплимент. Это действительно работает, и людям это приятно. И обязательно укажите там положительное пожелание, тавтология получилась для вашего покупателя. Это будет ценно. Не делайте это на отвали, делайте это с душою. И когда люди к вам опять вернутся, это будет полезно. И делайте, конечно, вкусный, маленький, бюджетный комплимент, но чтобы он действительно был знаковый и приятный для людей. Следующий момент, который будет работать скоро в Инстаграм, он работает в определенных странах, это США и некоторые регионы Европы. Кто смотрит наши видео из-за границы, они могут это применить. Это Instagram шопинг. Крутая штука, которую я тоже очень жду и хочу применять. Когда вы можете настраивать фотографии в своем Инстаграме, допустим, фоткайте курчонка, или как здесь на примере фоткайте колечко или джинсики, и при этом вы сразу указываете ценообразование. И люди прямо на этих фотографиях могут это купить. Это отличный инструмент для любого бизнеса, когда вы используете социальные сети. Люди сразу смогут оплатить товар, дополнительно узнать какие-то преимущества, посмотреть группы товаров, связанные с ним. Допустим, выбирают колечко, а им рядом покажут ожерелье. Выбирают штанишки, и рядом будет какая-нибудь блузочка или еще что-то в этом роде. Это отличная история, которая увеличит вам взаимосвязь с аудиторией и увеличит вам продажи. Это 100%. Ждем с нетерпением. Это будущие возможности, которые, надеюсь, появятся в странах СНГ и России, которые позволят нам делать более качественно наш бизнес. Следующая опция, которая важна для ресторанного бизнеса, которую я тоже применял, я здесь даже вот на фоточке есть с ребятами, когда мы организовывали кулинарные мастер-классы, и здесь вы можете организовывать мастер-классы для девушек, не знаю, прикупить бутылочку винца, это не будет требовать каких-то затрат. Например, мы делаем фастфуд, делаем курчонка. Вы можете собрать активность в том же Телеграме, боте или в социальных сетях и снять какую-то кухню, если ваша кухня не презентабельная, снять какой-то шоурум, где есть кухня. Их полно, которые люди предлагают в аренду, и вы сможете там организовать мастер-класс, позвать повара или самостоятельно поучаствовать.
И, допустим, сделать курицу гриль, сделать какую-нибудь пасту или пиццу. Это отлично будет вас продавать. Следующий момент обязательно, знаете, как говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, а вот путь зачастую к потребителям и к покупателям лежит через детей. Вы можете делать крутые дни открытых дверей для детей. Повторюсь, если у вас нет там какого-то супер красивого производства, вы можете снять комнату, поставить там машину для пасты, которую также можно арендовать или попросить товарищей, и сделать с детьми пасту. Купить им в Метро или в Ашане эти бумажные накрахмаленные колпачки, фарточки. Это все тоже стоит недорого. Футболочки, их также можно сделать дизайн на конве. И вы можете сделать потрясающую маркетинговую активность. И это будет все очень бюджетно, вам не нужно глобально тратиться. Ту же пиццу или пасту, которую сделают дети, вы сможете с ними покушать. Ту же курицу вы также сможете съесть. Алкоголь, если вы будете делать для взрослых, также могут выпить, и это дополнительно раскрепостит людей. Также, если у вас производство халяль, как у ребят, уникальное товарное предложение, вы сможете показать, как происходит этот вид деятельности, и обязательно накормить свою публику. Это очень важно. Людям всегда приятно видеть заботу. Это редкость в нашем бизнесе, когда люди могут покормить, сделать какие-то простые бутербродики, канапешки, как вот здесь у меня показано, и людям всегда весело. Если вам сложно с анимацией, то позовите человека, который организует эту анимацию, который будет как-то бодрить или развеселит этих людей. Да, вы ему заплатите денег или сделаете ему какие-то репосты или еще что-то вроде этого. Это будет какая-то коллаборация, но это будет очень удобно. Также помните, что если у вас есть производство или его нет, отвезите своих подписчиков, своих покупателей на это производство. Покажите им, как здорово у вас, качественно. Дети очень любят животных, когда можно посмотреть ферму, погладить теленка, коров, посмотреть, как курица несет яйца, не знаю, порыбачить или еще что-то в этом роде. Это тоже бюджетное мероприятие. Можно в деревеньку в какую-то поехать, и вы можете это продать это в кавычках, да, объяснить своему покупателю, что вы в этой ферме покупаете, допустим, яйца или покупаете курицу с периодичностью. И это будет отличная продающая история, когда люди будут видеть вашу уникальность, ваши УТП, вашу экологичность, органик, экологичность, чистота продуктов, стерильность вашего производства, когда у вас есть защита, опрятность повара, это все отлично работает, и вы должны это показать своим подписчикам, показать своим покупателям. Также используйте мессенджеры и email рассылку. И в совокупе это онлайн и офлайн материалы. Оффлайн, соответственно, это физические поездки куда-либо, онлайн– это взаимосвязь непосредственно через мессенджеры, через обратную связь, когда вы можете делать какие-то опросы тематические, рассылать людям какие-то комплименты. Это позволит вам расширить свою клиентскую базу, увеличить активность. И главное, к чему мы пришли, тоже важный критерий. Вы работаете в этом бизнесе, вы развиваете его, вы планируете делать новые продукты, но без аналитики вам никуда. И мы с ребятами обсудили ключевой момент. Я сделал для них потрясающую аналитическую таблицу. Я приложу ее к этому видео. Вы сможете ее скачать. Надеюсь, она будет полезна, где вы сможете посмотреть рынки в социальных сетях и в Москве, и в том же Казахстане, или в другом регионе, где у вас находится ваш бизнес или ваше производство, и сравнить, кто что делает. Видите, те же гамбургеры в Subway, Макдональдсе, Бургер Кинге и
в KFC, они абсолютно разные. У каждого продукта есть своя какая-то уникальность. Толщина котлеты, количество овощей, омлет, есть ли лук, какие соусы, какая калорийность. Это все делает конкретную компанию уникальной. И вам нужно, конечно, сделать свой бизнес уникальным. И вы сможете это понять после анализа рынка. Также УТП, ваше уникальное товарное предложение, вы сможете вытащить после аналитики рынка, когда вы посмотрите, например, свой район и поймете, что у вас никто не делает акцент на экопродукции, никто не делает комплименты, доставка долгая или какие-нибудь некачественные контейнеры, в которых все протекает. И вы сможете проанализировать эту историю и выработать для себя действительно сильную УТП, которая будет отличаться от других. И тогда потребитель сможет действительно понять: вау, реально это круто. Также анализируйте, что продается, что не продается. И это тоже важно делать. Это позволит вам увеличить свой средний чек. Плюс используйте продажу дополнительных продуктов, абсолютно различных продуктов, которые позволят вам увеличить средний чек. Помните, что многие компании увеличивают свой средний чек за счет того, что продают какие-то незначительные комплименты, дополнительные соусы, дополнительную картошку или пивас, или курочку дополнительную, больше штук, но чуть дешевле. Это будет выгодно для вас. Прикиньте, как по рынку люди продают доп. Продукты и как они это делают. Раскрою вам небольшой секрет. Например, в автомобильном бизнесе автодилеры не зарабатывают на продаже новых автомобилей. Это копейки. Производитель платит порядка 10 тысяч, 15-20 тысяч рублей за реализацию одного автомобиля. Но зарабатывает автодилер именно на продаже дополнительного оборудования. Это коврики, сигнализация, это мойка, чистка, дополнительная защита картера. Здесь то же самое. У вас заказывают курочку, предложите картошку фри, предложите дополнительно соус на выбор или предложите дополнительный напиток, несмотря на то, что вы можете еще бесплатно его положить. Те же комплименты в виде булочек, которые будут там с корицей или плюшки, вы также можете дополнительно продавать людям, и это увеличит ваш средний чек. Далее считайте обязательно финансовую отчетность и анализируйте. Вы можете прийти к тому, что у вас будет генерить основной продукт, не ту выручку, которую вы хотите, а выручку будет вам генерить именно дополнительные продукты, на которых будет побуждать именно основной продукт. То есть вы поняли, вы продаете, к примеру, курчонка, на котором можете зарабатывать немного, но вы продаете к нему различные доп. Продукты, например, соус, пивас, компот или картошку, и у вас рентабельность на этих доп. Продуктах выше, чем на основном продукте. В этом и есть золотое дно, золотая ниша. Обязательно анализируйте, какие доп. Продукты вы можете продавать, и вы подглядите это во время анализа рынка у своих конкурентов, которые именно в вашем регионе и, допустим, в Москве, посмотрите еще Европу. Ориентируйтесь обязательно на лидеров отрасли, так как надо равняться на лидеров, а не на каких-то подвальных людей, которые не используют какие-то примочки, плюшки. Вы что-то скопируете, и вам не нужно изобретать велосипед, и это будет отлично работать для вас и для вашего бизнеса. Если это видео было полезно для вас, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, это очень важно для меня. Если вам интересны какие-то другие темы про бизнес, про маркетинг или еще что-то рассказать, обязательно пишите в комментариях. Повторюсь, я приложу к этому видео ссылку на аналитическую таблицу по бизнесу, как сравнить рынок фастфуда в своем